Если мы зададим такой себе вопрос, а что есть самое для нас важное в нашей жизни, какой бы мы ответ хотели получить на самый главный вопрос, что есть главного в нашей жизни? Можем ли мы сегодня с вами выбрать из огромного множества проблем, которые есть, один искомый вопрос, который мы могли бы задать и, получив на него ответ, удовлетвориться? Наверное, нам вообще никто не предлагал задать такой вопрос. Все в этой жизни нашей уже сегодня так устроено. Ребенок пошел в детский сад, в школу, потом надо получить профессиональное образование, попытаться вступить в брак, и так из поколения в поколение. Вот если в человеческой жизни для человека, независимо от национальности, от пола, возраста, сословия, если такой вопрос, равного которому нет вообще, который мы можем сказать самый искомый и самый фундаментальный в нашей земной жизни, в человеческой жизни, можем ли мы сегодня сказать, есть ли такой вопрос? И есть ли такая тема, выше которой не существует ничего? Когда человек начинает читать Священное Писание, когда человек попадает в храм Божий впервые, когда человек начинает прикасаться к церковной жизни, чем разумнее человек, тем более он оглушен становится. Он как бы оглушен тем, что он здесь увидит, услышит. Я помню, что со мной было, когда я впервые попал в монастырь Почаевский. Я был молодой человек, имеющий прекрасное московское образование, работающий в иностранной юридической коллегии. Но всю жизнь свою к тому времени размышляющий об устройстве, правильном устройстве мира, прочитавший огромное количество книг, и могу сказать вам, что кроме книг в жизни ничего не покупал, и сейчас также. И вдруг я попадаю в монастырь, открываю книгу в келье одного монаха, и я оглушен. Я был оглушен. Я занимался к этому времени уже педагогикой очень много, устройством государственной жизни, медициной, искусствами. Я был оглушен. Это было о чем-то другом. Это было о каких-то других темах, о которых никогда ни в каких учебных заведениях мне никто не говорил. Слава Богу, я родился в очень мудром роду. Это были мудрейшие люди по линии матери. И я с детства уже слышал эту мудрость, знал, что такое мудрость, знал уже Бога, насколько это можно было в советское время знать. Но когда я прикоснулся к этим книгам,
которые были в келье этого монаха, иеромонаха, ныне известного старца, я был оглушен. И потом я уже даже в советское время, призывая кого-то прийти в церковь, я видел, как люди с высшим образованием, люди разных национальностей, евреи, мордва, чуваши, русские, татары, когда я им советовал почитать Священное Писание, они были оглушены. И вот сегодня я вам задаю вопрос, а вместе с вами и самому себе от радости, вам в недоумении. Можем ли мы сегодня вывести такую одну тему в одном предложении, которая касается каждого человека, который когда-либо жил на земле, живет сегодня и будет жить на земле? И вдруг сегодня в евангельском чтении, в преддверии мы стоим у ворот великого события окончания жизни земной жизни Божьей Матери. Вдруг мы слышим вот этот ключевой, фундаментальный вопрос всего в одном предложении. Такое ощущение, что как будто кто-то вышел из нас и от имени всех людей, которые жили когда-либо на земле, живут и будут жить, вот этот некто, которого называют юношей, он и задает этот вопрос. Кто ходит за Христом? Кто хочет от Него что-то получить? Огромное количество людей с проблемами. Кто пришел сегодня в церковь к Богу, в церковь Божию, в храмы Божии? 99% людей, которые входят в две категории. Одна категория людей, у которых личные проблемы, а вторая категория людей, которые пришли в храмы, это люди, которые пришли помолиться или попросить Бога, или Божью Матерь, или ангелов, или святых за кого-то. Вот это две группы главных людей. Они составляют большинство. Также и когда Христос ходил по земле, и когда слава о Нем пошла по всему миру, и по Сирии в том числе. Сирия находится рядом с Палестиной, с Израилем. Все говорили, что такой еще не рождался на земле, такого еще никогда не было. Все хотят к Нему прикоснуться, услышать от Него слово, исцелиться. Все. И вдруг неожиданно появляется некто, которого называем юношей. И вот этот юноша, единственный, задает вопрос, который касается всех людей, которые когда-либо родились на земле для земной жизни и которые когда-либо жили на земле. Что же это за вопрос? Подходит этот юноша к Христу и говорит Ему: «Учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Потрясающе. Если мы посмотрим толкование всех святых отцов на это место, все в единомыслии говорят: юноша так понравился Христу, что Христос обратил на него особое внимание. Христос хотел даже сделать учеником его своим. Он его, как остальных учеников, которых он к себе призвал, 12, потом 70, он его тоже призывает стать его учеником за этот вопрос. Мы знаем, что Господь за время
своей проповеди за время земной жизни исцелил огромнейшее количество людей. Господь изгнал бесов из огромного количества людей. И все эти люди, которых Он освобождал от слепоты, от проказы, от бесов, эти люди хотели быть Его учениками. Так были они потрясены и так были Ему благодарны за то, что Он для них сделал. Но никому из них Христос не позволил быть учеником Его, потому что это была их воля. А юноша не просится быть учеником Христа. Он задает ему вопрос искомый, который даже не задавали ученики, которых он избрал. Эти простые рыбари, которых он призвал себе в ученики, которые потом станут апостолами, они даже такого вопроса не задавали. Больше того, что они иногда путались. Они выясняли иногда между собой отношения какие-то. Даже когда Христос их спросит, за кого меня принимает народ, и то они начнут говорить нечто, кроме Петра. Итак, для каждого из нас вопрос один. Не как прожить нам жизнь эту земную, а как нам прожить эту земную жизнь так, чтобы наследовать жизнь вечную. Что может быть выше этого? Потому что у нас уже есть с вами опыт. Каждый человек, который уходит из этого мира, с собой взять ничего не может. Ни одежды, ни обуви, ни мебели. Муж не может взять с собой любимую жену, жена мужа, родителей детей. Ничего. Все, что вне нас, еще скажем глубже и точнее, все, что вне души, взять с собой ничего нельзя. Даже тело. Вот эти кости, 600 мышц, 100 миллиардов клеток, ничего не возьмем. В душе есть все, что может только иметь человек. Наши глаза сегодня видят только потому, что есть душа. Наши уши слышат, потому что есть душа. Мы все осознаем, потому что есть еще в нас душа. Мы имеем внимание, речь, память, только потому, что у нас есть душа. Мы имеем рассуждение, понимание, творчество, потому что у нас есть еще душа. Но когда душа выйдет, все, мы ничего не возьмем. Что делали руками, ногами, телом спортсмены? Ничего. Кто нам об этом когда-либо говорил? Почему нас так обманули? Почему и нас, людей, которые сотворены Богом для другой цели, не только для земной, но и для космоса, для всей Вселенной? Почему нас так обманули, переведя нас и переформатировав нас только в муравьев и пчел? Что такое профессиональная деятельность? Это жизнь муравьев. Остановитесь когда-нибудь возле кучи муравьев, и вы увидите, они лучше нас работают, лучше нас организованы, и даже в школы не ходили, и институты наши сегодняшние не заканчивали. И к нашим врачам они не обращаются. Потому что все живут, живые существа, праведно. Правильно, праведно. Мы не знаем, что было причиной, почему юноша задал такой вопрос. Сейчас мы видим перед нами
удивительного, смышленного юношу. Но мы сейчас увидим позор этого юноши, и мы увидим с вами сейчас, что юноша действительно представляет большинство человечества. И он, приглашенный быть учеником Бога-человека Христа, не сможет пойти за ним и не станет его учеником. Потрясающе. Итак, юноша обращается к Христу с этим феноменальным вопросом. «Учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он называет его учитель, потому что он видит, что он учит людей. Он его называет благим, потому что он принес нечто новое, благую весть. Евангелие называется «благая весть». Но Христос не реагирует на его слова, торжественные, высокие. Он говорит: что ты меня называешь благим? Благ только Бог. И он показывает всем, что без Бога не до порога. Выше Бога никого нет и ничего нет на земле. Это очень важно. Но коли он ему задал вопрос, Христос, как Бог, не может ему не ответить на его вопрос. Он говорит: если ты хочешь иметь жизнь вечную, тогда нужно будет тебе жить по заповедям Бога. Он не говорит Бога, он говорит по заповедям. А кто дал заповеди? Бог дал. Потому что Бог сотворил эту землю, сотворил человека, и Бог дал ему заповеди, пределы свободной воли человека. Вот это ты можешь делать, а вот это никогда не делай. И тогда он ему перечисляет 6 заповедей. Начинает: не убивай, не прелюбодействуй, не клевещи, чти отца и матерь твою. Все он говорит. Это такой удивительный урок. Это ключевая точка во всей нашей жизни и во всем евангельском осмыслении. Вот это место Евангелия – ключевая точка. Здесь все есть, и Бог, и сам Господь беседует, который принял человеческое тело. И нам важно, что же ответит на это сам Господь. На что Он обратит наше внимание через этого юношу. Все есть. И есть трагедия человеческого рода, которую мы увидим через этого юношу. И когда Христос сказал этому юноше, как он должен жить, чтобы наследовать жизнь вечную, то юноша ему ответил очень просто. В отличие от любого юноши сегодня в Российской нашей Федерации. Он сказал: да это мне все известно с детства. И я неуклонно живу по этому закону. Потрясающе. И когда Христос услышал от этого юноши, что юноша неуклонно живет по этим заповедям, тогда неожиданно он, как Бог, зная этого юношу, зная его жизнь, зная внутренний его мир, вот здесь и совершает, дает ему возможность перейти в новое качество. Все, он жизнь вечную наследует. И вдруг неожиданно он говорит:
если ты хочешь быть совершенным, пойди продай твое имение, раздай нищим, что ты получишь за него деньги, и приходи ко мне. Казалось бы, юноша должен сказать быть: сейчас, Господи, подожди меня, сейчас я быстро все продам и приду к Тебе и буду самым счастливым учеником. Нет. Сказано, что юноша опечалился и отошел в сторону. Он не принял призыв Бога стать его учеником и пойти вслед за ним. Это потрясло в первую очередь учеников. Они были поражены этим. Христос дает комментарий: трудно богатому войти в Царство Небесное. Трудно. Почему, мы скажем сейчас. Итак, юноша говорит: учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Давайте себе сделаем маленькие выводы из того, что мы услышали. Жизнь вечная может быть только в Боге и с Богом. Только Бог говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Путь истинный, который ведет в жизнь вечную. Христос до этого говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Все, что вне Бога, это не жизнь, оказывается. А сейчас мы уточним: жизнь кого и чья? Почему юноша не может оставить свое имение, все, что он здесь накопил, что он имел, то ли по наследству, то ли сам приобрел? Почему? Если мы посмотрим, что у нас есть в доме: мебель, кровать, где спит наше тело. Теперь во всех гостиницах двуспальные кровати, чтобы можно поперек было лечь. Шкафы, где лежит наша посуда для нашего тела. Одежда для нашего тела, обувь для нашего тела. Дом, чтобы было комфортно нашему телу, чтобы не лил дождь. Тепло, которое мы имеем для нашего тела, чтобы телу было комфортно. Замки, чтобы было нам безопасно. Что это такое наша жизнь с вами? Наша жизнь с вами – это жизнь нашего тела. Что такое богатство этой юноши? Богатство Абрамовичей и прочих, Рокфеллеров, Ротшильдов. Все эти деньги, эти побрякушки, эти бумаги, только чтобы удовлетворить потребности тела. Вот и все. Один богач недавно сейчас, совсем недавно, российский богач, построил яхту 100 метров длиной и 7 этажей. Нижний этаж стекло, чтобы можно было видеть рыбу, крабов. Что это такое? Наверное, денег, которые он заплатил за эту яхту, хватило бы на все северные районы Нижегородской области, на нашу епархию. Одной яхты.
А у Абрамовича, говорит, их 7. Может быть, было 6, 7. Кому-то он одну подарил. Я знаю кому, но не буду говорить. И каждый человек сегодня думает, вот пенсия больше или меньше. В Америке она больше, в Италии она больше, в Европе, в Азии. Но кто задает вопрос, что мне сделать в моей жизни, чтобы наследовать жизнь вечную? Даже мы с вами, которые уже пришли в церковь, не только в храм, а в церковь Божью пришли. Мы уже неуклонно живем, молимся, постимся, все делаем. Но задаем ли мы вопрос, что нам сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И когда эти ученики увидели эту историю, они, когда участвовали в этом эпизоде и услышали, и увидели все, что было у юноши и Христа, в словах Христа, они ужаснулись. И они сказали: учитель, а мы-то что, с нами что будет? Мы-то все оставили, и дома оставили, и свои профессии рыбаков оставили, все оставили. Нам-то что будет дальше? И Христос, отвечая им, говорит: всякий человек, который все оставил ради меня, отца, мать, жену, детей, вот этот человек встал на путь истины. Мы прикоснулись с вами к великой тайне. Я смотрю сейчас на каждого из вас, на мужчин, на женщин, на детей. Как все вы хорошо одеты, красивые. Вы удивительно все красивые. Некоторые из вас одели очки, чтобы получше увидеть меня. Какая красота! Но еще большая красота должна быть у нашей души. Душа переводится на наш язык жизни. Нельзя пренебрегать двумя участниками земных отношений. Выше этого ничего нет. Нельзя пренебрегать душой, потому что это жизнь в каждом человеке. Это то самое зерно, которое останется вечно. И нельзя пренебрегать женщинами, потому что имя Евы, которая дала жизнь всему человечеству, тоже приводится жизнь. 2 слова, все, больше ничего. Душа и Ева. Поэтому нельзя из женщины делать столевара, шахтера, бухгалтера. Если мы переформатируем женщину, все, конец народу. Если это будет на уровне человечества, конец человечества. Если мы женщину не научим тому, чему ее нужно научить, все, конец будет детям. Те, кто будет после нас жить на земле, все мы рождаемся через женщину. Поэтому женщину нужно особо воспитывать, особо образовывать, особо обучать. Это должна быть особая отдельная школа. Я помню, я учился, только учились мальчики отдельно, а девочки отдельно учились. Потом нас соединили. Сегодня нам нужно ответить каждому на этот вопрос. И так, чтобы нам наследовать жизнь вечную, мы обязаны жить по заповедям Бога. Если человек не берет чужое, он любит человека. Если муж не изменяет своей жене, он любит свою жену. Если чиновник не берет взяток, он любит свое государство и ценит свою должность в государстве. Он живет по закону. Но если мы живем с вами для нашего тела,
Если мы живем для тела наших детей, тогда мы живем временно. Наша душа уйдет, не зная Бога, не имея внутри себя Духа Святаго, не зная заповедей Бога, и тогда катастрофа. Вчера я лег спать, наверное, уже в 3 часу ночи. И вдруг как-то увидел такую картину, что думаю, почему сегодня вдруг такая свобода? Почему сегодня либеральная жизнь касается почти что всего человечества? Почему сегодня каждому человеку как будто кто-то дал полную свободу, в том числе свободу на грех? Почему сегодня эту свободу человека воспевает кинематограф, эстрада? И я понял, что, наверное, 1/3 ангелов, которая отпала от Бога, уже набрана из числа святых, которые пошли за Христом, которые стали жить по Его заповедям, которые, может быть, вообще все оставили, ушли в монашество. И вы видите в нашем монастыре юношей, совсем молодых ребят, которые все оставили и пошли за Христом. Недавно еще одного постригли в монашество. Мать его сегодня самая счастливая женщина в мире, что сын ее принял монашество. 7 лет он был у нас здесь, и вот сейчас он тоже монах. Аристоклей, имя такое. И я понял, что сегодня дана эта свобода. Пей, гуляй, что хочешь, как хочешь. Это ужасно. И тогда появляется вопрос. Сегодня дана полная свобода удовлетворению любых потребностей тела. Раньше мы думали, что едят за границей. Я бываю часто за границей. Во всех государствах продают одни и те же продукты. Одни и те же тряпки на рынках, одно и то же. Все. Транснациональные корпорации торгуют по всему миру. Могут написать на нашем языке, на китайском. Это не имеет значения, но тряпки одни и те же. И продукты одни и те же. И тогда я понял, что сегодня дан человечеству пир. Гуляйте, смотрите любые фильмы, развращайтесь в 8-9 лет. Вам никто не будет запрещать. А может быть, мать с отцом будут вместе с вами смотреть порнографию и не стыдиться перед детьми и друг перед другом. Поэтому сегодня свобода, а еще точнее 2 свободы. Сегодня можно свободно идти в храм, но сегодня можно также свободно пойти к колдунье, к чародейке. Также свободно. Сегодня можно жить по заповедям и стараться никого не осуждать. И можно точно так же писать доносы, клеветать, осуждать. Я умоляю вас, сегодня самый большой соблазн нашей жизни. В советское время кто пойдет в церковь? Если бы учительница в советское время пошла в храм, ее бы там увидели, все, она уже перестала быть и учительницей, врачом, администратором. Сегодня свобода дана. Я много размышлял и думал, почему сегодня дана свобода ходить в храмы. А потом понял, ну как же так? Как не дать свободу ходить в храмы, как дали свободу колдунам, магам и чародеям?
обманщикам и лжецам. Как не дать нам с вами ходить в храмы? И вот сегодня, когда такое огромное количество продуктов, когда сегодня такое огромное количество товаров, одежды, мебели, это великий соблазн увлечься этим, забыв о том, что из этого мира мы с собой ничего не возьмем. В моей жизни Господь показал мне огромное количество людей, которые копили для своих детей, внуков, по копеечке откладывая деньги. И они мне говорили: вот смотри, сколько я для своего сына или дочери накопил. Но они не знали, когда они умерли, что с этими деньгами сделали их дети, ленивые и зависимые от алкоголя, от наркотиков. Не только все растратили, не только продали все, что было накоплено родителями, трудом честным, но даже квартиры свои потеряли. А вместе с этим потеряли здоровье, свободу. Многие не выходят из тюрем. Я умоляю вас, сегодня пришедших в храмы, будьте внимательны к 4 началам, а еще точнее к 2. Будьте внимательны к своим мыслям. Иногда бесы, падшие ангелы, дают нам ужасные мысли. Иногда, когда исповедуешь человека, даже священника, священник ужасается и говорит: «Владыка, какие мысли!» Я же знаю этого человека, чистый и удивительный человек. И он говорит: какие мысли! В миру приходят люди, прям приходят ради этого на исповедь и говорят: не могу жить больше. С утра до вечера жуткие мысли. Одна девочка молодая пришла и сказала: каждый день мысль: пойди, прыгни с балкона. Как будет тебе хорошо, прыгни с балкона. Она живет на 7 этаже. И она говорит: я ужасаюсь, я боюсь даже дверь открыть на этот балкон, потому что я точно это сделаю. Мне так хорошо и легко. Сейчас я подойду, прыгну, и все. На этом все закончится. Посмотрите, что делается. Я, конечно, сегодня еще и вижу другое, эти мысли. Самые различные. С нами начали свободно кто-то работать. Работают с нашей территорией. Хорошо, что только 1 июнь был такой. Могло бы быть все лето такое. Но мысли. На что нужно обратить внимание на второе? Это примем мы эти мысли или нет. Если мы эту мысль приняли как свою, тогда катастрофа. Сколько мне пришлось беседовать с людьми, которые имеют 5, 7, 8 судимостей. Я говорю: ну как так? Как ты можешь еще раз? Эти люди говорят: год готовлюсь, сейчас выйду через год. Больше в жизни никогда не сделаю этого, за что я отсидел уже срок. Но приходит мысль, которая увлекает человека, мотивирует его, и он снова попадается на том же. Каждый день ко мне приходят слова Христа.
собака возвращается на свою блевотину. И я вижу, какое огромное количество людей, которые уже поисповедовались, уже не совершают своего греха, но тот грех, который когда-то у них был, и тот бесенок, падший ангел, который ведет этот человек, он находит лазейку, и снова этот человек возвращается на то, что он делал когда-то. Смотрите, Бога-человек Христос нам говорит точно и ясно. Пес возвращается на свою блевотину. А что такое блевотина? То, что мы уже с вами в исповеди сказали, мы изблевали это в исповеди. Мы рыдали и плакали, зачем мы когда-то совершали эти грехи. И снова возвращаемся к ним. Скажу последнее. Церковная жизнь – это настоящая жизнь. Церковная жизнь требует внимания. Вот я вам сказал только два момента – мысли и желания. А дальше что за мыслями и желаниями? Ужасное негодное слово, которое сказала жена своему мужу, и муж развернулся и ушел. Или мать сказала своему ребенку: «Зачем я тебя рожала?» И она прокляла ребенка. Или ребенок принес двойку, а мать ему сказала: «Дурак!» И он стал дураком на всю жизнь, проклятый словами матери. Почему Христос и говорит: словом осудишься, а словом оправдаешься? Или мы после того, как желание у нас появилось реализовать мысль, сказали слово негодное, за которое будем всю жизнь расплачиваться и сожалеть, или совершили поступок, такой поступок, который сломал всю нашу жизнь, сломал брак и многое другое. Я еще не встретил ни одной женщины, которая была бы рада, что сделала аборт, убила ребенка. Никого не встречал. Но все эти женщины говорили: если бы начать жизнь сначала, я родила бы всех зачатых детей. А Господь, видя, что мы убиваем сегодня больше, чем рожаем, отнял мужчин. Нет мужчин, посмотрите. А зачем нам нужны мужчины, если мы не хотим рожать? Зачем они нужны? Поэтому сегодня у Бога все на своем месте. Я умоляю вас, много размышляйте. Рассуждение высшее добродетельное. Если человек не размышляет, не рассуждает, он не придет к пониманию. Нам нужно многое понять в этой жизни. Почему наша жизнь так сложилась? Почему сложилась жизнь наших родителей так? Почему совершилась революция в 17 году у нас, такая страшная и жуткая? Почему мы с вами в школе учились, думали об одном, а жизнь совсем сложилась по-другому? Почему мы ожидали от наших детей одного, а они стали совсем другими? Вопросов очень много. Но мы все эти вопросы должны обращать только к одному главному вопросу: как мне, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Бог нам отвечает на это: нужно жить по заповедям Бога. А если мы хотим быть совершенными в духе, духовно совершенными, а не только нравственно, тогда мы должны, может быть, принять монашество и жить наедине с Богом, вымаливая за свой род, за себя, за наши мысли, желания, слова и поступки. И, может быть, окажется потом, когда мы закончим нашу земную жизнь, и когда душа наша оставит это бренное тело, оставит все интересы этого мира,
и окажется перед Богом, которому даст ответ за прожитую жизнь, она будет ликовать, потому что ей будет уготовано Царство Божие. И, может быть, тогда душа вспомнит слова апостола Павла, которые перед его кончиной Господь ему показал, что его ожидает дальше. И когда Господь ему показал третье небо, когда показал ему вот это царство, которого ему уготовано, как монаху, за ту жизнь, которую он прожил, что он сделал в этой жизни ради Христа и ради Церкви. Когда апостол Павел пришел в себя после этого видения или погружения в эту жизнь, он сказал такие слова: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». Чтобы нам жить по заповедям Бога, нам нужно иметь веру в Бога и Богу. Чтобы нам иметь веру в Бога и Богу, нам нужна доказательная база. Я умоляю вас, читайте много жития святых. В житиях святых вы себя увидите. Вы увидите своих родных. Но эти люди стали святыми, а мы еще только определяемся. Мы еще только желаем освободиться от болезни, от немощи какой-то. Мы еще только начинаем. Мы еще захожане, прихожане. А нам нужно стать членами Церкви Божией для того, чтобы войти в жизнь вечную. И последнее. Ни на один день не забывайте, что самый главный день нашей жизни сегодняшний. И каждый вечер, когда вы будете готовиться ко сну, всегда подумайте, а проснусь ли я утром? Самый высший день нашей жизни, тот, в который мы сегодня живем. Вчерашний уже прошел, а завтрашний еще не наступил. Здесь великая тайна. 21 июня 1941 года люди легли спать, а в 3 часа началась война. Поэтому сегодня нам нужно знать самый бесценный день. Тот, который мы сегодня живем. Если доживем до завтра, завтра будет самый бесценный. Если мы проживем с вами даже, как Симеон, 365 лет, будет бесценным последний день. А дальше что? Помните об этом. А что дальше? Конечно, мне хотелось бы, как и этому юноше, встретиться с вами еще в Царстве Небесном. Как было бы замечательно. Но давайте, наверное, еще зададим вопрос. Давайте положим себе на сердце. Если мы дойдем до Царства Божия, значит, мы жили правильно. И тогда мы не только слушали, но и услышали, о чем сегодня я говорил. А если не дойдем, значит, не слышали. Открою вам тайну последнюю и ухожу. Я сегодня говорил эту проповедь не для вас, а для себя. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.